тропических лесах Мадагаскара, в самом сердце дикой природы, два орнитолога, Стивен Грей и Лаура Мартинес, сделали неожиданное открытие, которое потрясло научное сообщество. В один из жарких дней, когда они записывали звуки местных птиц, их внимание привлекло странное, мелодичное пение, которого они никогда не слышали ранее. Звуки исходили из густых зарослей, и, подойдя ближе, ученые наткнулись на крошечную, ярко окрашенную птицу с необычными чертами. Эта птица с длиной около 30 сантиметров обладала ярко-синим оперением с желтыми пятнами на крыльях. Ученые мгновенно поняли, что они стали свидетелями чего-то невероятного. Изучив заметки и старые исследования, они осознали, что этот экземпляр мог принадлежать к давно исчезнувшему виду — бледно-синей птичке, которую считали вымершей более 60 лет. Рука Стивена дрожала, когда он доставал камеру, чтобы зафиксировать этот уникальный момент. Лаура, в свою очередь, записывала все наблюдения в блокнот, фиксируя каждую деталь — форма клюва, длина хвоста и необычные цвета. Птица, казалось, была удивительно спокойной, не проявляя никакого страха перед людьми. Они внимательно наблюдали, как она покачивалась на ветке, иногда щебеча, как будто приветствуя своих новых соседей. Когда исследователи вернулись в лагерь, они были в восторге от своей находки. Они немедленно начали искать подтверждение своим гипотезам. Стивен связался с коллегами по всему миру, чтобы обсудить возможные идентификационные маркеры. Лаура настояла на том, чтобы отправить образцы перьев на анализ в лабораторию. Каждый день, ожидая результатов, наполнялся напряжением и ожиданием. Прошло несколько недель, прежде чем пришли результаты. Они подтвердили, что найденная птица принадлежала к исчезнувшему виду, и это открытие вызвало шок среди ученых. В социальных сетях и научных публикациях разразился настоящий фурор. Некоторые эксперты высказывали сомнения, утверждая, что это может быть ошибка, другие же заявляли, что речь идет о настоящем научном прорыве. В это время в Мадагаскаре началась подготовка к новой экспедиции. Исследовательская группа, состоящая из орнитологов и экологов, собиралась вернуться в тропические леса, чтобы изучить, как и почему этот вид смог выжить после столь долгого исчезновения. Вопросы о его поведении, питании и месте обитания становились все более актуальными. Этот случай мог изменить все представления о вымирании видов и их способности выживать в дикой природе. Неожиданная находка, ставшая предметом обсуждения по всему миру, оставила множество вопросов без ответов. Как это возможно, что эти птицы прятались так долго? Какие факторы способствовали их выживанию? И какую роль они могут сыграть в экосистеме Мадагаскара в будущем? Каждый из этих вопросов ожидал своего разрешения. В это время, пока исследовательская группа готовилась к новой экспедиции, ученые начали углубляться в историю исчезнувшей птицы. Документы, относящиеся к началу XX века, подтвердили, что бледно-синяя птица была описана французским натуралистом Жаном Мари Тюреном в 1938 году. Птица обитала в тропических лесах Мадагаскара и привлекала внимание своей яркой окраской и мелодичным пением. Однако быстрое сокращение лесных массивов и охота привели к резкому падению численности популяции. Существовали записи о том, что к 1940 годам вид стал крайне редким. В 1951 году сообщалось о последнем зафиксированном наблюдении. Птица считалась вымершей, и ученые долгое время полагали, что все особи погибли из-за утраты среды обитания и охоты на них. Этот факт стал символом экологической катастрофы, произошедшей на Мадагаскаре в тот период. Лаура, изучая архивы, наткнулась на отчет, в котором указывались причины исчезновения вида. Она прочитала о том, как местное население охотилось на этих птиц в поисках пищи, а также о внедрении сельскохозяйственных угодий, что сокращало их естественную среду обитания. С каждым годом леса вырубались все больше, а птицы становились жертвами недостатка пищи и укрытия. Вскоре после этого, в процессе дальнейшего анализа, ученые сделали удивительное открытие. В старых записях были упомянуты не только причины вымирания, но и устойчивость некоторых видов редких птиц к изменениям в экосистеме. Это дало надежду, что найденная птица могла быть не единственным представителем своего вида, сохранившимся в уединенных уголках тропиков. Исследователи начали собирать информацию о других редких и мнимо вымерших видах, чтобы понять, как они могли выжить. Внимание ученых привлекли пернатые, которые, казалось, исчезли без следа.
Специалисты надеялись, что они смогут найти и другие исчезнувшие виды, которые также могли бы уцелеть в непростых условиях. Стратегия экспедиции изменилась. Теперь команда собиралась не только сфокусироваться на одной птице, но и исследовать целую экосистему, в которой они могли бы обнаружить много других редких видов. В это время в социальных сетях и научных изданиях разразился настоящий бум. Говорили о необходимости защитить не только вновь найденный вид, но и другие редкие экземпляры, которые могли бы оказаться в опасности. Местные экологи также начали поднимать вопрос о необходимости сохранения лесов Мадагаскара, а вместе с ними и тех видов, которые могли бы еще выжить. Ожидание первой экспедиции становилось все более напряженным. Все больше людей интересовались тем, как можно защитить уникальную экосистему и восстановить популяцию редких птиц. Это открытие не только стало научным прорывом, но и привлекло внимание к важным экологическим проблемам, которые требовали немедленного решения. Экспедиция, наконец, началась. Стивен и Лаура вместе с командой из 10 ученых погрузились в крошечный вертолет, который доставил их в отдаленную часть тропических лесов Мадагаскара. Вертолет приземлился на небольшой площадке, окруженной густыми деревьями и экзотической растительностью. Ученые начали распаковывать оборудование, их ожидания были высоки, но реальность леса была суровой. Бурный климат, плотная растительность и множество насекомых создавали непростые условия для работы. Первым делом команда установила ловушки для птиц и специальные камеры для отслеживания. В течение первых нескольких дней они исследовали территорию, повторно осматривая места, где была обнаружена бледно-синяя птица. На 5-й день после долгих часов наблюдений в одной из установленных ловушек застряла еще одна птица с ярким оперением, но на этот раз с более яркими и насыщенными цветами. Это открытие вызвало восторг у ученых. Стивен быстро подошел к ловушке и запечатлел момент, когда он аккуратно освободил птицу. Лаура записала все детали. Эта находка могла быть связана с возвращением вида. Поднявшись на один из высоких деревьев для лучшего обзора, команда заметила еще больше птиц, летающих в округе. Ученые начали делать фотографии и записывать видео, фиксируя каждое движение объектов своего исследования. Пока группа работала, к ним присоединились местные проводники, которые были знакомы с лесом и его обитателями. Они рассказали о том, как в последние годы замечали странные птичьи звуки, и как леса, казалось, начали восстанавливаться после длительного разрушения. Это дало надежду на то, что найденные ранее экземпляры могли быть не единственными. Научный интерес и оптимизм смешивались с волнением о предстоящих находках. На 7-й день, когда команда осматривала одну из самых труднодоступных частей леса, они наткнулись на небольшую поляну, заполненную редкими цветами и растениями. Эти растения не встречались в других частях леса. Внезапно в воздухе раздалось знакомое мелодичное пение, знакомое Стивену и Лауре. Позвав команду, они начали внимательно слушать, пытаясь определить источник звука. На краю поляны они заметили группу птиц, которые распевали в унисон. При ближайшем рассмотрении стало очевидно, что это те самые бледно-синие птицы, которые считались вымершими. Они летали, собирая нектар с цветков, и, казалось, наслаждались своей средой обитания. Ученые замерли от восторга и шока. Стивен быстро достал камеру, чтобы зафиксировать этот момент, в то время как Лаура записывала данные о поведении птиц. Спустя несколько минут наблюдений одна из птиц, казалось, заметила людей и, поднявшись высоко, улетела вглубь леса. Команда, не веря своим глазам, поняла, что они стали свидетелями возвращения вида, который долгое время считался утраченной частью экосистемы. Этот момент стал не только знаковым, но и открыл новые перспективы для исследований. Теперь они должны были выяснить, как именно птицы смогли выжить и какие факторы способствовали их возвращению. Команда исследователей, полная энтузиазма, установила в поле специальное оборудование для видеонаблюдения. Стивен и Лаура работали над настройкой камер, их глаза светились от возбуждения. Вокруг них раздавались звуки тропического леса, создавая уникальную атмосферу, полную ожидания. Каждый момент был важен, и они знали, что каждая секунда может принести новые открытия. Камеры были направлены к поляне, где птицы были замечены в последний раз. Они начали фиксировать поведение пернатых, как они общались друг с другом, как искали пищу и поддерживали социальные связи. Стивен записывал наблюдения в блокнот, фиксируя каждую деталь, чтобы потом проанализировать. Лаура же, не отрываясь от монитора, следила за происходящим в реальном времени.
Внезапно во время наблюдений один из местных проводников Мано вбежал в лагерь, явно взволнованный. Он сообщил, что в близлежащем селе произошло что-то необычное. Люди стали замечать увеличение численности птиц, и многие из них начали собираться вокруг деревьев, где они обычно гнездились. Мано предложил команде отправиться в село, чтобы узнать больше. Стивен и Лаура решили следовать за ним, взяв с собой оборудование для записи. По пути они обсуждали, как это незапланированное событие может повлиять на их исследования. В селе их встретили местные жители, которые с интересом относились к научной команде. Некоторые из них рассказывали, как птицы начали возвращаться, и общались с ними словно с давними знакомыми. По мере того, как команда углублялась в разговоры, стало очевидно, что местные жители имеют свои легенды о птицах. Некоторые утверждали, что их предки когда-то охраняли этих пернатых, и их возвращение воспринималось как знак удачи. Другие же говорили о том, что появление птиц связано с восстановлением лесов, которое началось после прекращения вырубки. Стивен и Лаура начали фиксировать всю информацию, чтобы позже проанализировать, насколько эти легенды могут быть правдивыми. Они узнали, что местные жители начали восстанавливать леса и бороться с браконьерством, потому что видели в возвращении птиц возможность восстановить экосистему. Внезапно группа увидела, как в небе появляются новые птицы, парящие над деревьями. Это были не просто бледно-синие птицы, но и другие редкие виды, о которых тоже долгое время не было никаких сведений. Ученые замерли, наблюдая за этим зрелищем. Вскоре птицы начали опускаться на землю, и одна из них приземлилась прямо перед командой. Стивен не мог сдержать своего восторга и вскрикнул от неожиданности. Птица внимательно смотрела на них, не проявляя страха. Лаура включила камеру и начала фиксировать этот момент. Они знали, что это может стать важной частью их исследования. Поведение птиц, их взаимодействие с окружающей средой и местными жителями — все это требовало внимательного изучения. Однако вскоре что-то нарушило атмосферу. Слышался гул мотора. Стивен посмотрел на Лауру, и их лица внезапно стали серьезными. Вдали показался грузовик, который двигался в сторону деревьев. Они знали, что это может означать только одно — возможные угрозы для птиц и экосистемы. Исследователи обменялись тревожными взглядами, осознавая, что их открытие может оказаться под угрозой. Стивен и Лаура обменялись тревожными взглядами, когда грузовик приближался к поляне. Их сердца забились быстрее. Они понимали, что это может стать новым вызовом не только для их исследования, но и для жизни вновь найденного вида. Вокруг них птицы начали паниковать, порхающие и издавая громкие звуки, как будто предчувствовали беду. Исследователи немедленно активировали камеры, чтобы зафиксировать происходящее, в надежде, что это поможет в дальнейших исследованиях. Грузовик остановился, и из него вышли несколько мужчин. Они выглядели уверенно и, похоже, были знакомы с местностью. Стивен, пытаясь оценить ситуацию, заметил, что у них были мачете и другие инструменты, которые могли использоваться для вырубки деревьев. Лаура включила рацию и попыталась связаться с другими членами команды, но сигнал оказался слабым. Местные жители, наблюдая за происходящим, начали собираться вокруг. Один из них, Мано, вышел вперед, чтобы поговорить с новоприбывшими. Обсуждение стало нарастать. Голос Мано становился все более напряженным. Стивен и Лаура прислушивались, пытаясь понять, кто эти люди и что они собираются делать. Вскоре Мано подошел к команде, его лицо выражало беспокойство. «Это браконьеры», — сказал он, глядя на грузовик. «Они пришли, чтобы вырубить деревья и ловить птиц. Им не важна экосистема, они просто хотят заработать». Внутри Стивена поднялась волна гнева и страха. «Мы не можем позволить им это сделать», — произнес он, решительно сжимая кулаки. Лаура кивнула. «Нам нужно предотвратить это, пока не поздно». Исследователи быстро собрались, обсуждая, что им следует предпринять. Стивен предложил подойти и попытаться поговорить с браконьерами, чтобы объяснить им важность сохранения экосистемы. Лаура и другие члены команды поддержали эту идею, хотя у каждого была своя доля сомнений. Они знали, что ситуация может выйти из-под контроля, но решение нужно было принимать быстро. Вооружившись только своими знанием и решимостью, группа направилась к грузовику. По мере приближения напряжение в воздухе нарастало. Один из мужчин заметил их и закричал, призывая остальных. Стивен, собравшись с силами, подошел ближе и начал объяснять, что они исследуют редкий вид птицы, который был найден в этом лесу. Он говорил о важности сохранения среды обитания не только для птиц, но и для местного населения, зависимого от природы. Однако реакция браконьеров была неожиданной.
Один из них, высокий и мускулистый, лишь усмехнулся и сказал: «Эти птицы нам не нужны. Лес, возможно, и важен, но деньги важнее». Остальные начали смеяться, и напряжение стало ощущаться еще острее. Стивен понял, что их пытались не только игнорировать, но и запугивать. В этот момент Лаура заметила, что птицы снова начали паниковать, а некоторые из них поднимались в воздух. Внезапно один из мужчин бросил мачете в сторону деревьев, пытаясь напугать птиц. Это было последней каплей. Стивен, не успев подумать, схватил ближайший камень и метнул его в землю перед ними, вызывая глухой звук. «Не трогайте их!» — закричал он, и этот крик, казалось, заставил всех замереть. Браконьеры, увидев их решимость, начали переглядываться. В этот момент местные жители, наблюдая за конфликтом, начали поддерживать команду, призывая браконьеров уйти. Ситуация накалилась, и исход конфликта был неясен. Чем все это закончится? Ученые осознали, что на кону стоит не только их исследование, но и будущее редких птиц, которые только начали возвращаться в этот мир. Стивен и Лаура, пережив накаленный конфликт с браконьерами, вернулись в лагерь с новыми данными и образцами, полной решимости продолжить исследование. Успешно защитив находку, они понимали, что это только начало их работы. Команда сосредоточилась на анализе генетических образцов, чтобы выяснить, как бледно-синие птицы смогли выжить в условиях, когда их вид считался вымершим. В лагере, окруженном звуками тропической ночи, Стивен и Лаура начали обрабатывать собранные образцы. Они знали, что генетические исследования станут ключом к пониманию не только самой птицы, но и ее экосистемы. У них были образцы перьев и небольшие кусочки тканей, которые они аккуратно поместили в специальные контейнеры для отправки в лабораторию. В процессе подготовки образцов они получили неожиданные новости. Исследователи из международной группы, следившие за их работой, предложили провести генетический анализ с использованием новейших технологий, которые могли бы быстро определить родственные связи между найденными птицами и их предками. Команда согласилась, понимая, что это может быть прорывом в их исследовании. На следующий день лазерные анализаторы и другие устройства прибыли в лагерь. Ученые, работавшие с ними, начали настраивать оборудование, а Стивен и Лаура, наблюдая за процессом, ощущали нарастающее напряжение. Все понимали, что результаты анализа могли открыть новые горизонты для исследования и понимания поведения этих птиц. Когда оборудование было готово, начался процесс анализа. Ученые внимательно следили за данными, появлявшимися на экранах. Внезапно один из исследователей, доктор Мари Клаудия, воскликнула от восторга: «Смотрите! Генетические маркеры показывают, что эти птицы не только связаны с вымершим видом, но и могут иметь определенные адаптации к современным условиям». Эта новость обрадовала команду, но вместе с тем и насторожила. Если птицы выработали адаптации, чтобы выжить, это означало, что они могли измениться как в биологическом, так и в поведенческом плане. Стивен понимал, что это открытие может потребовать пересмотра всего, что они знали о вымирании птиц. В то же время это давало надежду на будущее вида. Далее поступила информация о том, что образцы тканей показывают наличие генов, связанных с устойчивостью к изменениям окружающей среды. Это открытие могло означать, что птицы, возможно, эволюционировали в ответ на изменения, вызванные человеком, и теперь могли адаптироваться к новым условиям в своем ареале обитания. Чем больше они узнавали о птицах, тем более явной становилась необходимость защитить их среду обитания. Прежние представления о вымершем виде теперь выглядели устаревшими. Стивен и Лаура поняли, что их работа может повлиять не только на их собственные исследования, но и на будущее экосистемы Мадагаскара. Неожиданно в лагерь вернулся Мано с новыми тревожными новостями. Браконьеры снова начали собирать людей, угрожая поселению. Информация о находке разнеслась по миру, и теперь они хотели отомстить. Внутри Стивена и Лауры нарастало беспокойство. Чем больше они углублялись в свое исследование, тем больше ощущали, что их находка может стать причиной серьезного конфликта. Исследование обернулось борьбой не только за птиц, но и за жизни людей, которые защищали леса Мадагаскара. Стивен и Лаура, полные тревожных мыслей, погрузились в анализ полученных генетических данных. Они знали, что исследование станет не только ключом к пониманию, как бледно-синие птицы смогли выжить, но и основой для дальнейших действий по их защите. Доктор Мари Клаудия, анализируя данные, заметила, что гены, отвечающие за адаптацию к изменениям климата, были особенно активны у вновь найденных особей.
Это открытие подтолкнуло команду к размышлениям о том, как именно птицы могли приспособиться к иным условиям. Исследователи начали собирать информацию о окружающей среде, в которой обитали птицы. Они вспомнили о местных легендах, которые говорили о том, что птицы всегда возвращались в те места, где леса восстанавливались. Стивен и Лаура начали опрашивать старожилов, чтобы выяснить, сохранились ли еще какие-либо участки неповрежденных лесов, которые могли сыграть роль в выживании популяции. По мере того, как они собирали данные, стало ясно, что небольшие участки леса, укрытые от вырубки, могли стать своеобразными убежищами для птиц. В таких условиях, где ресурсы были доступны, они могли размножаться и сохранять свою популяцию в условиях, когда остальная часть их ареала обитания была разрушена. Местные жители подтвердили, что в последние несколько лет леса начали восстанавливаться, и с ними вернулись и птицы. На 8-й день экспедиции команда снова вышла в лес, чтобы исследовать эти участки. Стивен и Лаура не могли отделаться от ощущения, что каждое новое открытие ведет к большему пониманию не только самих птиц, но и всей экосистемы, от которой они зависели. Они стали замечать, как восстанавливающаяся природа воссоздает баланс, и как птицы, казалось, знали, где искать укрытие и пищу. В это время напряжение между исследовательской группой и браконьерами продолжало расти. По слухам, браконьеры начали активно действовать, угрожая местным жителям, которые помогали команде. Стивен знал, что любые дальнейшие находки могут только ухудшить ситуацию. Он собрал группу и предложил, что им нужно действовать, чтобы предотвратить возможные столкновения. Стивен предложил создать мобильную команду, которая могла бы работать в лесу, сотрудничая с местными жителями. Они должны были обеспечить защиту птиц и предотвратить возможные нападения со стороны браконьеров. Лаура поддержала его, предлагала задействовать местные знания для создания системы наблюдения за популяцией птиц. Тем временем исследователи анализировали, почему именно этот вид смог адаптироваться, когда другие, возможно, погибли. Они начали исследовать, как пищевые ресурсы изменились в последние десятилетия, и начали делать выводы о том, как эти птицы могли использовать свои генетические изменения для выживания. Стивен во время мозгового штурма вспомнил о старых записях о том, что бледно-синие птицы были всеядными и могли адаптироваться к различным источникам пищи. Это открытие натолкнуло их на мысль, что птицы могли развить привычки, позволяющие им выживать даже в самых сложных условиях. Они начали разрабатывать стратегию, как защитить не только птиц, но и экосистему от нарастающей угрозы, призывая к объединению усилий с местными жителями. Внезапно, когда они обсуждали свои планы, к ним подошел Мано с серьезным лицом. «Браконьеры собираются действовать уже сегодня», — произнес он с тревогой. Ситуация накалилась до предела, и команда поняла, что впереди их ждет важная борьба за выживание не только для птиц, но и для всех тех, кто был готов защищать их. Команда ученых, собравшись в лагере, осознала, что ситуация с браконьерами достигла критической точки. Стивен и Лаура понимали, что необходимо привлечь внимание общественности к их исследованиям, чтобы остановить давление со стороны браконьеров. В этот момент они решили, что нужно использовать социальные сети и СМИ, чтобы донести информацию о возрождении редкого вида и угрозах, с которыми он сталкивается. Стивен быстро связался с международной сетью экологических организаций, которые давно следили за ситуацией в Мадагаскаре. Он рассказал о находках, о том, как птицы смогли выжить, и о том, что местные жители стали их защитниками. Лаура занялась подготовкой пресс-релиза, описывающего их открытие и необходимость защиты не только птиц, но и самой экосистемы. Они знали, что общественное мнение может оказать значительное влияние на действия властей и местных групп. Тем временем Мано и местные жители начали организовывать протест против браконьеров, собирая подписи и собирая информацию о нападениях. Вскоре к ним присоединились местные экологические активисты, готовые выступить на защиту уникальной природы их родины. Все это время в лагере продолжали поступать новости о том, что браконьеры становятся более агрессивными. Они начали угрожать местным жителям, поддерживающим исследовательскую команду, и поджигать участки леса. Когда пресс-релиз был опубликован, реакция общественности оказалась мгновенной. СМИ начали освещать историю бледно-синих птиц, и вскоре материалы о найденном виде появились во многих международных новостях. Обсуждения развернулись на социальных платформах, пользователи стали делиться информацией, призывая к защите птиц и лесов Мадагаскара.
Однако это привлекло внимание не только защитников природы, но и браконьеров. Вскоре после публикации в социальных сетях появилась угроза, адресованная команде и местным жителям. «Это наши земли, и мы не позволим никому вмешиваться в наше дело». Ответ от браконьеров был жестоким. Они начали атаковать местные деревни, запугивая людей и заставляя их замолчать. В этот момент Стивен и Лаура поняли, что им нужно действовать быстро. Они организовали встречу с местными жителями, где обсудили, как можно защитить деревни и их леса. Вместе с активистами они начали планировать, как предупредить власти о возможных нападениях и привлечь защиту для тех, кто был готов стоять на стороне природы. В это время, в ответ на растущее международное внимание, высокопоставленные чиновники из Мадагаскара начали выступать с заявлениями о необходимости защиты природы. Они заявили, что собираются ввести новые законы о защите редких видов, но это вызвало недовольство у браконьеров, которые решили, что за ними стоит серьезная угроза. Обострение конфликта стало очевидным. На фоне всех этих событий произошла кульминация. В один из вечеров, когда Стивен и Лаура готовились к ночным наблюдениям, они услышали громкий шум с близлежащей поляны. Это были браконьеры, которые, как стало известно позже, планировали уничтожить часть леса, где гнездились птицы. Исследователи, понимая, что борьба за жизнь бледно-синих птиц может стать вопросом жизни и смерти, собрали местных жителей и активистов, чтобы организовать защиту. В этот критический момент все стало ясным. На кону стояла не только судьба редкого вида, но и возможность будущего для всей экосистемы Мадагаскара. Стивен, Лаура и их команда понимали, что это будет решающая битва, которая определит, смогут ли птицы выжить в условиях современного мира, а вместе с ними и жители, которые борются за свою землю. Время истекало, и им нужно было действовать незамедлительно. Стивен и Лаура, собравшись с местными жителями и активистами, стояли на границе леса, напротив группы браконьеров, готовых к нападению. Невероятное напряжение нарастало, когда обе стороны начали осознавать, что ставки высоки. Это была не просто борьба за редкий вид птиц, а вопрос о будущем экосистемы, которая зависела от гармонии между людьми и природой. Стивен поднял руку, призывая к вниманию. «Если мы не остановим их, последствия могут быть катастрофическими. Эти птицы играют важную роль в экосистеме. Их исчезновение приведет к нарушению баланса, что может вызвать цепную реакцию, угрожающую другим видам, включая растения и животных, зависящих от них». Лаура добавила: «Каждая птица — это часть целой системы. Они опыляют растения, которые, в свою очередь, служат пищей для множества других животных. Их уничтожение приведет к тому, что вырубка леса вызовет еще большее ухудшение экологии. Мы должны это остановить». Местные жители, услышав о возможных последствиях, начали понимать всю серьезность ситуации. Они вспомнили свои предки, которые всегда уважали природу и защищали леса, осознавая, что их благополучие зависит от здоровья экосистемы. Они начали собираться, формируя человеческий щит, чтобы остановить браконьеров. Когда браконьеры приблизились к границе леса, активисты начали громко кричать, призывая их остановиться. Стивен и Лаура встали впереди, готовые говорить: «Вы не имеете права уничтожать то, что необходимо для жизни. Эти леса и птицы — это не просто ваш бизнес, это наше будущее». Браконьеры, почувствовав давление, остановились, но их лидер, тот самый мускулистый мужчина, с которым столкнулись ранее, подошел ближе и начал угрожать. «Вы не понимаете, у нас есть свои интересы. Но если вы хотите пойти против нас, мы не остановимся ни перед чем». Ситуация стала критической. Местные жители, собравшись в единое целое, стали все более уверенными, но не все были готовы к насилию. Стивен и Лаура знали, что они должны действовать осторожно. «Мы можем найти общий язык!» — закричал Стивен. «Мы можем работать вместе, чтобы защитить леса и птицы, и в то же время обеспечить ваши интересы». Некоторые браконьеры начали колебаться. Лаура, заметив это, продолжила: «Давайте обсудим, как мы можем вместе улучшить ваши условия. Есть возможности для устойчивого туризма, которые могут принести большую выгоду, чем вырубка леса и охота на птиц». В этот момент, когда напряжение достигло предела, раздался звук, как будто откуда-то сверху. Все взглянули вверх. Из леса вылетела стая бледно-синих птиц, рассекая воздух, их яркое оперение блестело на солнце. Это зрелище было настолько потрясающим, что даже браконьеры замерли.
На миг все забыли о конфликте, наблюдая за этой великолепной сценой. Стивен и Лаура осознали, что это может стать решающим моментом. «Смотрите, это доказательство того, что природа может восстановиться. Мы можем сохранить эту красоту для будущих поколений», — произнес Стивен, указывая на стаю. Местные жители начали подбадривать друг друга, и даже некоторые браконьеры, впечатленные зрелищем, начали колебаться. В этот момент Стивен и Лаура почувствовали, что им удалось добиться чего-то важного. Впереди стояла напряженная борьба, но они знали, что мир, который они стремились создать, еще возможен. Однако в этот момент раздался глухой звук, и один из браконьеров с мачете поднял его в воздух, готовясь нанести удар. Ситуация снова накалилась. Теперь их будущее зависело от того, смогут ли они найти способ завершить это противостояние мирным путем или впустую потратят свои усилия. В тот момент, когда мачете стремительно поднималась в воздух, напряжение достигло своего предела. Стивен, не теряя времени, шагнул вперед, вставая между браконьером и местными жителями. «Стоп! Подумай о своих действиях. Все, что ты собираешься сделать, повлияет на будущее твоей общины и этих лесов!» — закричал он, его голос звучал уверенно. Местные жители, ощутив поддержку, начали поднимать голоса, призывая к миру. Лаура, увидев, что некоторые браконьеры начали колебаться, решила сделать шаг вперед. «Мы можем предложить вам альтернативу. Вместо того, чтобы уничтожать лес, мы можем работать вместе над его восстановлением и развитием экотуризма, который принесет доход и сохранит природу». Момент оказался судьбоносным. Браконьер, сжимая мачете, посмотрел на своих товарищей, затем на Стивена и Лауру. Сотни птиц, круживших над головой, словно призывали к миру. Неожиданно он опустил оружие, а затем медленно другие браконьеры начали делать то же самое. Стивен, Лаура и местные жители увидели, что диалог был установлен. Они предложили браконьерам присоединиться к им и стать частью команды, которая занималась бы охраной природы, обучая их новым навыкам. Это стало началом новой эры для региона, где люди стали работать вместе на благо экосистемы. Прошло несколько месяцев, и команда ученых, вместе с местными жителями и бывшими браконьерами, начали восстанавливать леса. Они организовали проекты по посадке деревьев, создавали охранные зоны и запускали программы по обучению устойчивому сельскому хозяйству и экотуризму. Бледно-синие птицы снова начали гнездиться в лесах, и их популяция росла. Ученые продолжали проводить исследования, фиксируя успехи в восстановлении вида. Генетические исследования показали, что популяция адаптировалась к новым условиям, и птицы стали более устойчивыми к изменениям окружающей среды. Это открытие обрадовало всех, кто принимал участие в проекте. Местные жители, ощутившие себя частью этого процесса, начали гордиться своими лесами и птицами. Они организовали праздники и фестивали, посвященные возвращению бледно-синих пернатых. Эти мероприятия привлекали внимание туристов и экологов со всего мира, что привело к дополнительным инвестициям в защиту природы. Стивен и Лаура, наблюдая за результатами своих усилий, поняли, что их работа изменила не только судьбу птиц, но и людей, которые их защищали. Они написали доклад, который опубликовали в международных научных журналах, подчеркивая важность совместных усилий в охране природы. В заключение, история бледно-синих птиц стала символом надежды и единства. Через несколько лет на месте, где раньше бушевала борьба, теперь стояли группы людей, работающих над восстановлением леса и сохранением его обитателей. Именно это было настоящим чудом, которое показало, что даже в умовах конфликта возможно найти путь к миру и пониманию. Эта история оставила след в сердцах людей, напоминая о том, что борьба за природу — это не только борьба за выживание видов, но и за будущее всех нас.